Что такое советская власть? Сущность ее состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Вот она власть-то наша, Любушка, все ровные. Чему ж ты возрадовался, Иван Алексеев? Как чему? Человека во мне увидали. Как же мне не радоваться? Я для революции живу, для светлого будущего всего человечества. Товарищи, рабоче-крестьянская революция совершилась! Вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Если мировой революции не будет в результате Первой мировой войны, нам ее нужно организовать вторую. На Вильну, Минск, Варшаву, марш. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. Заключайте подозрительных в концентрационные лагеря. Это есть необходимое условие успеха. For the first time, as I stepped on Soviet soil, I felt myself a full human being. A full human being. So it is unthinkable to me today that colored peoples in any part of the world would ever join a war or a tax upon the Soviet Union. It was Ilyich Lenin. He heard Zinoviev speaking, and as he went by us, I looked and he was tiptoeing, not to make a noise to disturb the speaker. Now that's a great man in a way. There's a little episode that enlightens a man's character, as Channing said, more than a whole book of biography, eh? The thing about Trotsky, to echo something Professor Service was saying, is that he combined in himself the role of man of action and man of ideas, but he was a soldier as well and a revolutionary, and a person of immense moral and physical courage. Получившие при посредстве советской власти свои руки в управление государством, они строят новую советскую федеративную Россию. И будет во всем мире единая Советская Республика всех народов. В наших рядах миллионы, Ленина мы сыновья, реют над нами победно знамена славного октября. Жив нам листы правой земли своей, цель нашей жизни, счастье простых людей. Зажженная искрой не погасить никогда. Пламя свободы в душе коммуниста будет гореть всегда. Мы, коммунисты, правдой земли своей.
гордимся тобой. Первыми шли мы на новые стройки, первыми шли на бой. Коммунисты, равной земли своей, цель нашей жизни, счастье простых людей, цель всей войны и жизни, счастье простых людей. Верно мы служим народу, станем великий народ. Тот, кто за дружбу, за мир и свободу наши ряды встает. Мы, коммунисты, равной земли своей. Цель нашей жизни, счастье простых людей. Цель всей войны и жизни, счастье простых людей. Коммунистическая идеология, это же была основные постулаты взяты, это были тоже из традиционных мировых религий. Вы понимаете, ведь кодекс строителя коммунизма, это что такое? Что там, это все равно, что в Библии посмотреть. Или в Коран. Не укради, там, не убей, не укради, не пожелай жене ближнего своего. Это все там прописано, понимаете? Это все оттуда взято. Отдельных коммунистов. Мы проводим эксперимент над своим народом. Дальше он почему-то сказал «тьфу». Вот. Потом, так же как студент-медик экспериментирует над трупом, купленным в анатомическом театре. Во-первых, я считаю Ленина человеком выдающимся. Ленин выдающийся злодей. Я считаю, что вот естественный ход истории, который давал бы возможность нашей стране стать великой и стать, наверное, самой могущественной страной, был прерван большевиками во главе с Лениным. И история нашей страны покатилась по вот трагическому сценарию, а жертвами стали десятки миллионов людей. Многие молодые люди понятия не имеют о том, что такое коммунистический строй, что такое была советская власть, что такое 1937 год, расстрелы инакомыслящих и так далее. И я опять-таки выписал вашу цитату, которая мне очень понравилась. В 1920 году белых офицеров топили целыми баржами на Соловках. В открытом море прорубали днище баржи, команда и чекисты уплывали на шлюпках, а пленные захлебывались в ледяной воде. Когда Белая армия вошла в Самару и открыла подвал чрезвычайки, где каждый день расстреливали классовых врагов, пол оказался на полметра покрыт кровавым студнем. В 1937 году в подвале Лефортовской тюрьмы стояла гигантская мясорубка. В ней перемалывали тела казненных, прежде чем зарыть эти удобрения в подмосковных оврагах и рвах. В 1952 году чекисты пытали кремлевских, то есть лучших в стране врачей, и собирались вешать их на Красной площади, а всех евреев выслать в Сибирь. Действительно, террор начался не только не в 1937 году, но даже не в 1918. Он начался практически сразу. Террор начался сразу. Он действительно не сразу принял такие совершенно каннибальские свирепые формы. Он понемножку расходился. Но начался сразу. Потянуло тепло от распадков соседних, и каймой голубой обведен горизонт. Значит, стужа назло, мой седой собеседник, мы холодный с тобой разменяли сезон.
Найти людей потверже и выполнить план. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел, не меньше 100 богатых крестьян. Отнять у них весь хлеб, назначить заложников, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал. Из телеграммы Ленина пензенским коммунистам 11 августа 1918 года. В январе 18 года Ленин в статье «Как организовать соревнования» предлагал расстрел на месте одного из 10 виновных в тунеядстве. Тунеядцами тогда признавались все лица непролетарского происхождения, которые по возрасту или по болезни или по беременности отказывались от принудительного физического труда. В августе 18-го газета «Правда» пишет: «Гимном рабочего класса отныне будет песнь ненависти и мести. Дзержинский. Каждый, кто решится на малейшую пропаганду против соввласти, будет арестован и заключен в концентрационный лагерь». Предоставить районам право самостоятельно расстреливать, устроить в районах маленькие концентрационные лагеря, принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожить десятки тысяч. У нас нет времени. Нет возможности выяснить действительных, активных врагов. Мы должны встать на путь уничтожения. Назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути Москва-Казань товарищ Каменчиков распорядился о создании в Муроме, Арзамасе и Свияжске концентрационных лагерей, куда будут заключаться агитаторы, контрреволюционные офицеры, паразиты, саботажники, кроме тех, которые будут расстреливаться на месте. Лев Троцкий. Нам подарит заря лебединые трели, перестанет нас мучить подтаявший наст. Пусть болтают зазря о весеннем расстреле. Это горькая участь, авось не про нас. Пусть болтают зазря о расстреле в апреле. Это горькая участь, авось не про нас. Только злодеи могли отдавать приказы расстреливать, а Ленин давал такие приказы. Только злодеи против собственного народа применяли химическое оружие, а под руководством Ленина был подавлен знаменитый Антоновский мятеж, это восстание крестьян тамбовских, причем впервые в истории человечества против собственных крестьян Тухачевский использовал химическое оружие, химические газы. Да, и десятки тысяч крестьян погибли. Крестьян в целях выполнить всю продразверстку подвергали пыткам. Наливали воду в сапоги, оставляли на морозе, опускали в колодцы, подпаливали бороды, стреляли из револьверов мимо уха. Нередко подвергали пыткам тех, кто уже выполнил всю продразверстку, требовали новых взносов. Станут ночи светлы, и откроются реки, в океан устремится, спотыкаясь, вода. Нам уже не уплыть ни в варяги, ни в греки. Только сердце, как птица, забьется, когда туча белой отары на сопке пасется, и туда, где не знают ни шмона, ни драк. 27 декабря 1929 года Сталин выступает на конференции марксистов-аграрников. Сталин говорит: мы как партия, как советская власть, приступили к ликвидации кулачества как класса. Рассказы о том, что было так голодно, что люди ели людей, и были случаи людоедства, я воспринимал это, знаете, как какую-то страшную сказку со слов бабушки. Рассказы были о том, что была большая семья, что она была одной из 8 детей, которые были в этой семье, и осталась одна. Это действительно, когда десятки тысяч людей убивали прямо так. Это самое. Конвой ведет в колонну зэков,
Вдруг кто-то из них кричит там, ну, что-то вас слишком много, у нас столько мест в лагере нет. И они начинают из автоматов прямо по колонне зэков стрелять. И кто успел лечь, там, в воду забрать, тот выжил. За зиму в лесу погибало четверть работающих, и еще четверть покидала лесные командировки инвалидами, обреченными на медленную и мучительную смерть. Зимой 1925-26 годов был издан приказ, дающий право начальникам лесозаготовок расстреливать отказчиков на месте без суда. Уплывает устало колымское солнце, луч последний роняя на темный барак. Уплывает устало колымское солнце, луч последний роняя на темный барак. Нас не встретят друзья, не обнимут подружки. Схоронила нас мать, а забыла семья. Мы хлебнем чиферя из продымленной крошки, и в родные опять возвратимся к краям, где подушка бела и дома без охраны, где зеленое поле и пение птиц, и блестят купола обезлюдевших храмов золотой скорлупою пасхальных яиц, и блестят купола обезлюдевших храмов золотой скорлупою пасхальных яиц. I remember many of my colleagues and myself were trying to persuade the Russian government of the time in 1991-92 that it's our obligation to put the communist regime on trial in Moscow, on trial of the Nuremberg type, where they could be accused of all the crimes they committed, where all their dirty secrets could be made public and discussed and judged. What would have Moscow trials revealed? First of all, it would have shown to the world without any doubt that socialism means endless lines to empty stores, destruction of culture, poverty, miserable way of life, and ultimately Gulag. What would have shown to the world if it was honestly, clearly shown? It would have shown, above all, that there is any utopia, no matter how good intentions are of those who propagate it, would ultimately lead you to bloodbath, to Gulag, and above all, that anyone who is trying to force one's dream and utopia onto the people without their explicit consent are committing a crime.